Совсем скоро пора выпускниц, и из этого видео вы узнаете, как сделать одну из самых популярных причесок на выпускной. Это, конечно же, низкий хвост, а еще он похож на русалку. Я буду пользоваться плойкой диаметром 38 мм от Babyliss. Заказать ее можно на сайте Just Beautiful, ссылка будет под этим роликом. Все, что в хвосте, мне нужно завить на плойку, дабы придать направление. Хвост делю на 3 прядки, и крайние я начесываю вместе с пудрой. Сейчас я делаю просто подготовку. Я должна подготовить 2 крайние прядки для элемента. Подробнее объясню на второй. Беру следующую крайнюю прядку, посыпаю пудрой сверху, пробиваю и начесываю снизу расческой. Делаю такой шариковый начес. Затем беру лак средней фиксации и под прядку наношу его, а сверху наношу воск, чтобы прядка была чистая. Сверху счищаю все пушащиеся волоски. Видите сразу, как приглаживается прядка? Становится гладкой и блестящей. Это все благодаря воску. Растягиваю в противоположную сторону. Если прядка у меня с левой стороны, то растягиваю влево, а если с правой, то вправо. И затем соединяю их и фиксирую резинкой. Растягиваю текстуру. Достаточно 2-3 прядочек. Этот голубой лак сверхсильной фиксацией, но я считаю, что он средней фиксации, потому что через какое-то время он словно исчезает с волос. Если вам интересно узнать о стайлингах больше, то обязательно подпишитесь на мой инстаграм. У меня там есть специальная рубрика «Пустые баночки», где после того, как у меня закончилось какое-либо средство, я ставлю диагноз, буду ли я его еще покупать, или это была бесполезная трата денег. Здесь очень важно работать руками. Мы придаем направление для текстуры при помощи рук и лака. С нижними прядками поступаю точно так же. Это 3-я прядь, которая у меня осталась. Я поделила ее на 2 части и делаю точно так же, как и с предыдущими, по той же технологии. Кончики этих прядей я фиксирую тоненькой, маленькой резинкой, потому что она практически невесомая и держит очень хорошо эти прядки. Теперь перехожу к верхней части головы, поделила на 2 зоны, одна у меня справа, другая слева. Начинаю с левой, потому что она посложнее. Протаскиваю всю эту копну волос сквозь хвост, подставляю спицу, чтобы мне было удобно работать 2 свободными руками. Здесь главное не переборщить с текстурой. Я вытягиваю всего лишь 2. А с кончиками проделываю то же самое. Подначесала, подставила спицу. Проверяю со всех сторон, чтобы у меня было красиво и не было грязно с краю. Потому что прическу видно не только сзади, но еще и по бокам ее будут оценивать.
Поэтому всегда делайте шаг назад и проверяйте. Правую часть аналогично продеваю сквозь хвост. Эта сторона у меня получилась поменьше, потому что если вы присмотритесь, то сверху я оставила небольшую прядку. Это для финишного эффекта. Подтягиваю, снова подчищаю. Смотрю, чтобы у меня волосы не пушились. В таких текстурных прическах вам не обойтись без пудры, потому что она делает волосы жесткими и держит ваш начес. Она главный помощник здесь. Если вам интересно, какая пудра наиболее эффективная и безопасная, то обязательно зайдите ко мне в Инстаграм, либо можете посмотреть на Яндекс.Дзен. У меня там есть большая статья, где я рассматриваю 7 пудр. Ну и самая последняя часть – это завершающая прядка, которая была сверху. Я ее закрутила на объем и сейчас также вытянула всего лишь 2 текстурных линии. Стараюсь придавать красивые изгибы, чтобы это смотрелось привлекательно. И концы увожу в хвост. Обратите внимание, как я буду сейчас здесь фиксировать эту прядь, чтобы она у меня никуда не делась. Для этого я воспользуюсь шпилькой и аккуратно спрячу ее за предыдущей прядкой, чтобы она держала и в то же время, чтобы ее не было видно. Да, эта прическа, конечно, не из простых, но не опускайте руки, если вдруг она у вас не получится. Старайтесь выполнить ее несколько раз, и вы увидите результат. Обязательно фотографируйте прическу, когда делаете ее первый раз, и вы будете удивлены разницей, когда сравните с фотографией с 3-й попытки, например. Напишите в комментариях, какую прическу вы еще хотели бы увидеть от меня. А именно, какую-то сложную, либо простую, которую могут сделать все. Обратная связь в комментариях очень важна для меня, потому что только так я могу отслеживать ваше настроение и заявки. Если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы мне было приятно, то поставьте лайк. И увидимся в следующем видео.